Алло, нотариальная контора мэтра Роше. Да, он у себя. Да, у себя цел и невредим. Да, цел и невредим. Ой, извините, я хотела сказать соединяю. Я вам этого никогда не прощу. Сообщить, что мэтр Роше убит. Да за это надо на неделю в тюрьму. Так нас обрадовать, а? И так обмануть. Я вам так верил. Во всяком случае, благодаря вашим видениям у мэтра Роше пропали всякие иллюзии на наш счет. Жена, конечно, тоже отрапортовала в деталях. А может быть, у мэтра Роше есть брат-близнец? Умница моя. Опять разврат. Вот обстановка. Мэтр Роше со мной не разговаривает, как будто я во всем виновата. Как вспомню, сколько грязи на него вылили. Одна я только и защищала. Слава богу, эта трагедия была в голове только этой нимфоманки, невротички, авантюристки. Заткнись, чучело! У меня и так голова раскалывается. Я еще даже газет не читала. Так, это нужно отправить сегодня же и срочно. Я пошлю Виржинию. Пойдете сами, прогуляетесь по свежему воздуху, а то вы зеленого цвета. Какого? Зеленого. Не расстраивайтесь. Зеленый цвет надежды. В этой конторе я давно ни на что не надеюсь и ни на кого. Когда ни на что не надеешься, это прекрасно. Единственный способ не разочаровываться. Как себя чувствуете, мадемуазель Постик? Сегодня получше? Вам нужно показаться хорошему врачу, я позабочусь об этом сам. Прошу внимания. Я подвожу черту под вчерашним не только странным, но и досадным инцидентом. Каждому из вас, кто скажет хоть слово на эту тему, я укажу на дверь, без комментариев. Что застыли? Работайте. Работайте. По местам. Поверьте, роль жандарма меня вовсе не привлекает. Но после вчерашнего дисциплина может разболтаться. Наверное, немало грязного белья вытащили на свет после моей смерти. Что вы молчите? Ну, вы же запретили говорить на эту тему, мэтр. Завтра мы с вами осматриваем имение Симоно под залог. Я подумал, зачем вам трястись в поезде? Вы можете поехать вместе со мной в машине. Я вас жду в 7 часов на Риволи. Работайте, работайте. Я переменил свое мнение относительно вашего наряда. Надо признаться, вам идет этот фасон. Мы стареем, а мода идет вперед. Ничего не поделаешь. У вас припухли глаза. Вы плакали? У меня слишком мало оснований для улыбок, мэтр. Сюзанна, сколько же лет мы работаем с вами вместе? 5 лет и 3 месяца. Бог мой, как давно. Не надо, не надо. Мы могли бы когда-нибудь пойти в кафе, посидеть и отметить наше долгое знакомство. О, мэтр, Не сейчас. В ближайшее время я занят, но потом. Обязательно. Это для вас. Работайте. Работайте. Меня вовсе не привлекает роль полицейского, мадемуазель Алиса. Но после вчерашнего дисциплина может разболтаться. Да. Наверное, немало грязного белья вытащили на свет. А? Да, немало. Простите, это все моя вина. Невероятная история, фантастическая история. Но я могу дать голову на отсечение, что это... Не надо. Она вам еще пригодится. Наш полицейский был настолько любезен, что отдал сукно со стола на экспертизу. Кровь или чернила?
Прекрасно. Теперь ваша совесть будет спокойна. Это, несомненно, чернила. Алло, нотариальная контора мэтра Роше слушает. А, минуточку, соединяю. Что с вами? Я просто ни с кем не хочу разговаривать. Что вы кричите? Мне показалось. Вам еще вчера кое-что показалось. Так нельзя, мадемуазель Алиса. Возьмите себя в руки. Простите, мэтр, я сегодня вся комок нервов. Может быть, вам пойти в отпуск? Может быть. О, нет, не надо. В отпуске я умираю от скуки. Из-за этого начинаю много есть, потом не влезаю ни в одно платье. Я поражен вашей предусмотрительностью. Чего нет, того нет. Ну, хорошо, не будем спорить. Я даже готов оплатить ваш отпуск. В конце концов, вы наш старейший сотрудник. Я могу себе позволить позаботиться о вас. Что такое? Из-за вашей неврастении у вас самого уже руки трясутся. Вы все еще думаете, что я мертвец? Я живой, я теплый. Коснитесь меня, попробуйте. Что? Это часы! Часы, это металл! Холодные Дайте мне руку. часы. Ну, теперь вы видите, что я не покойник? Да, действительно, вынуждена признать. А как же улика? Какая улика? Вот, месье, Что это? ключ. Ключ? Да, Где вы его нашли? я нашла его вчера. У ступеньки. Здесь инициал. ЖН. Но ни у кого из наших сотрудников нет таких инициалов. Я об этом уже думала. Это, наверное, потерял кто-нибудь из клиентов. Дайте его мне. Я всех опрошу. О, нет, месье, у вас только забота самого. Я дам это моему лучшему другу, инспектору Грандену. У вас что, совсем память отшибла? Вы забыли, как он с вами обращается? Я в себе представляю этот разговор. Я нашла ключик. Так отнесите его в бюро находок и прикусите ваш язычок. Да, месье, вы правы. Я много думал о вас, Алиса. Чтобы поднять ваш дух, я хочу удовлетворить вашу давнюю просьбу и прибавить вам жалование. О, месье, вы так любезны. И забудьте вы эту нелепую историю. Вы же такая здравомыслящая женщина. Здравомыслящий. Надо мной издевается весь квартал. Вы знаете, что мне сказала продавщица из молочной лавки? О, мадемуазель Алиса, у вас что, начались видения, как у Жанны Дарк? Вы понимаете, мне никто не верит. Все думают, что мне показалось. А ведь я... А вы? Отвлекитесь. Забудьте про эту нелепую историю. Так, ну зачем мне все это? А вторую улику тоже забыть? Какая вторая улика? Пуговица. Какая пуговица? Смотрите, мэтр, красивая пуговица. Внутри такая раковинка, видите? Где вы ее нашли? В вашем кабинете у стола. Странно. Так вот, мне тоже показалось, что это очень странно. Знаете что? Дайте мне все эти ваши улики, я сам отнесу их инспектору. Он не посмеет со мной обращаться так, как с вами? Да, конечно, мэтр. О, нет, мсье. Внутренний голос мне говорит: не трусь, Алиса, иди сама. Как бы вас не подвел ваш внутренний голос. Я ведь просто хотел оказать вам любезность. Мсье, вы так любезны сегодня. Что вам? Бумаги по делу Жеральди. Вы неисправимы. В первой же строчке орфографическая ошибка. Сейчас я перепечатаю. Да не надо. Я сам исправлю. Какой пустяк. Все, пустяки. Конец света. С тех пор, как он стал трупом,
Он сделался человеком. Значит так, пиши. Пишу. Инспектору Грандену анонимное письмо. Дорогой Риди. Если вы так начнете, он сразу догадается, от кого письмо. Да, ты права. Дорогой инспектор. Дорогой, ну что за нежности? Старая развалина. Лечи свой сопливый нос, но заруби на нем, что в деле Роше есть новые улики. Прочти внимательно заметку в газете «Труп на Лебяжьем острове». Вот. На рассвете полицейские Балара Фурге обнаружили на Лебяжьем острове труп человека, убитого ударом кинжала в спину. На трупе не было ничего. Ничего, что? Ничего, что позволило бы установить личность убитого. Следствие ведется. Лебяжий остров – это в 10 минутах ходьбы отсюда. Значит, вы действительно думаете, мадемуазель Алиса, что вчера здесь был человек с кинжалом в спине? Я не думаю, я видела. Так, значит, пока вы здесь лежали в обмороке, Он встал и пошел по набережной вниз к Лебяжьему острову. А там он упал и умер. Право. Нужно срочно звонить инспектору. Ты права, умница, звони. Ну, вы Так. великий детектив. Ладно, Лариса. Феринта. Алло, это инспектор Гранден? Здравствуйте. Что вы сказали? Будьте здоровы. Это Виржиния, машинистка мэтра Роше. Ах, да нет, не сыграйте вы в ящик. Зачем так говорить? У нас есть новости. Со мной рядом ваш ближайший друг, мадмуазель Пастик. Что ей сказать? Передать ей, чтобы она пошла куда? Пошла к... Негодяй. Ах, грубиян. Ну так слушай, у меня 3 важнейшие новости. Да, во-первых, я нашла ключ с инициалами ЖН. Во-вторых, я нашла пуговицу. В-третьих, труп на Лебяжьем острове. Это уже не я нашла, а ваша полиция. Так слушай, учитывая вышеизложенное, мне бы хотелось знать, во-первых, да, все ли пуговицы на мертвеце или не хватает одной? Во-вторых, не его ли инициалы ЖН? И в-третьих, получил по мозгам, инспектор Гранден? Значит, вы считаете, что на Лебяжьем острове нашли того, кого вы видели здесь? Я ищу связь между 2 фактами, потому что не могла я неизвестно кого принять за мэтра Роше. Угу. Ну, после того, как вы, мадемуазель Алиса, повсюду раструбили о своих находках, я думаю, что убийца охотится за вами. Со мной? Ну да. Почему я не умею держать язык за зубами? Да, и без необходимости не двигайтесь с места. И не выходите на улицу. Не запугивайте меня. Я в кино видел, знаете, как так. И все. Послушайте. Привет! Господин полицейский, рада вас видеть. Я тоже очень рад. Я принес сукно. Да? Ну как, кровь или чернила? Не знаю. Его не приняли на экспертизу. Как? Ну, нет официального направления участка. А в участке считают, что раз мэтр Роше жив, то и дела такого не существует. Вот, ой, это мое. Это ваше. Ну что ж, спасибо за любезность. Да пустяки. Вообще инцидент исчерпан уже. Да? Да. Вы так думаете? Я так считаю. Даже господин инспектор в прекрасном настроении.
Я его сейчас уложил в постель с грелкой. И он уже спит без задних ног. Привет. Как бы не так. Да? Мадемуазель Алиса уже позвонила ему и уже подняла его на ноги. Зачем? Мадемуазель Алиса нашла новые улики. Какие улики? Я сама лично сообщу об этом Рири. В таком случае я посижу и подожду его. Очень хочется посмеяться вместе со всеми. А что вы вот на это скажете? Это же мой ключ. Где вы его нашли? На первой ступеньке. Это, вернее, не мой ключ, это ключ моего соседа от мотоцикла, от зажигания. Я его вчера весь день искал. Он сказал, что он больше никогда не даст мне мотоцикл, если я не найду ключ. Я бы А сказал. что значит ЖН? Ну, Жен, это инициалы, его зовут Жак Нуаре. Это мой сосед. Я даже не знаю, как вас благодарить. Ой, не уходите, я вас умоляю. Не оставляйте меня одну с этим господином инспектором. Ну, Алиса, дорогая. Ну что вы расстраиваетесь, у вас же есть еще пуговица. Только смотрите, не потеряйте ее. Чтобы вас ее не украли. Вы правы. Ящик – это ненадежное место. Швейцарский банк. Что опять за шум? Вы просто неутомимы, мадемуазель Алиса. Вы опять здесь? Меня перестали развлекать визиты полиции. Чем обязаны? Я жду инспектора Грандена. Почему здесь? А где? Здесь не зал ожидания, здесь контора. Я не вызывал полицию. Вы не вызывали, вызывала Я мадемуазель вызывала. Ах, это вы? Да. Я так и думал. Уйдите. Хватит! Комедия с моей смертью сильно затянулась. Я прекращаю эту тему. Все. Что вы любопытствуете? Это чернила, которые приняли за кровь. До свидания, господин полицейский. Да. Я что, должен ждать на лестнице? Ждите где хотите. Что вы себе позволяете, Алиса? А это что такое? Это это мое, я хочу забрать. Я тоже забыл мою шляпу. Не может быть, чтобы эти пятна... А? Что это? Не трогайте меня! Помогите! Что Помогите! Не трогайте меня! Только не это! Только не это! Помогите меня! Что душа! Помогите! Спокойно. Давайте. Не двигайтесь, в смысле поднимайтесь. Что случилось, объясните. По порядку объясните, что случилось. На этот раз буйное помешательство. Нет, на меня напали. На меня напали, меня хотели убить. Ну что вы, мадемуазель Алиса. Просто где-то было короткое замыкание. Сгорел предохранитель. Нет, это было покушение. Он, вероятно, убежал. Держите его, держите! Я спокойно спускался по лестнице, никого не видел. Услышал ваш крик. Совершенно верно. Я тоже возвращалась с почты и никого не встретила. Так. Видимо, у мадемуазель Алисы опять начались видения. Если так будет продолжаться дальше, я бы вам советовал поступить в цирк. Вы будете гвоздем программы. Мэтр, я вам клянусь, кто-то меня бросил на пол, накрыл вот этим сукном и начал ощупывать всю с ног до головы. Пуговица. Что пуговица? Пропала пуговица. Так, всем оставаться на своих Исчезла. местах. Пуговица исчезла! Спокойно! Последняя улика. Пропала последняя улика. Я погибла. Я погибла. Я погибла. Ну вы узнали того, кто на вас нападал? Нет, как я могла его узнать? Он меня повалил и начал... Руку-то, которая вас... Вы могли узнать руку? Руку. Нет, рука, как я могла узнать руку? Боже мой, я погибла. Лить на пол в темноте, а еще рука за... Что за? Завидно, да? О, Я знаю только одно, что теперь, когда нет пуговицы, инспектор Гранден точно от вас оставит мокрое место. Это я вам обещаю. Спасайтесь, кто может. Я сейчас вернусь. Я хочу выйти купить сигарет. Вас, господин следователь, я оставляю наедине с нашей ценнейшей сотрудницей.
А вам, мадемуазель Алиса, хочу сказать, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Ну что, мадемуазель Постик, где ваши улики? Рири, ты будешь очень расстроен. Что вы там лепечете? Факты. А как твое здоровье? Подыхаю. Довольны? Что ты, Рири? Ну я тебе такое скажу, что лучше не станет. Ой, рюмочку божоле хочешь? Так, опять я понимаю ложный вызов. Рири, кто-то устроил замыкание. И пока было темно, меня повалили на пол, и пуговицы... Объясните толком, какая пуговица? Толком. Сейчас объясню. Значит, утром иду я на работу, вдруг вижу, около первой ступеньки что-то блестит. Нагибаюсь, ключик с буквочками ЖН. Понял? Потом я пошла в комнату к мэтру Роше и вижу около стола, у ножки стола, валяется пуговица. Постойте, первое ключ. Первый ключ. Но ключ оказался от мотоцикла соседа Максима. Так, второе пуговица. Пуговица. Но она исчезла, хотя ее спрятала в такое пикантное место, но кто-то набрался смелости. Отчаянный тип, отчаянный. У меня беда за бедой, а у тебя все шуточки. Да, и есть от чего радоваться. Все хорошо, прекрасная маркиза. И зачем мне было лежать в теплой постели? Воспаление легких сведет меня в могилу. Ну, это пустяки. Я в полном восторге. Так что за третья улика? Третья улика. Труп на Лебяжьем острове. И если обнаружится связь между этим трупом и моим, то я смогу доказать, что я по-настоящему видела человека с ножом в спине. Как выглядела эта пуговица? Пуговица такая кругленькая, не очень маленькая, красноватого оттенка, внутри перламутр. Алло, центральная? Это кто, Гадар? Говорит Гранден. Слушай, ты дежурил, когда доставили труп с Лебяжьего острова. Посмотри протокол. Не было ли у него на пиджаке или пальто каких-то особых пуговиц? Надо было лучше защищать свой трофей. Ну, я же не могла подумать, что дело в пуговице. А в чем же? Ну, Рири. Оптимистка. Да. А, не хватает одной пуговицы на куртке? Какая она? Черт побери, подходит. Вот именно перламутровая. Моя взяла! Тихо! Прекратите балаган! Прости, это не тебе, а той, которая носится с этой пуговицей, как курица с яйцом. Носится и все теряет. Вчера упустила труп, сегодня пуговицу. Да, ты прав. Ее нужно охранять. Возможно, захотят, чтобы она умолкла раз и навсегда. Ладно, я оставлю с ней полицейского. Привет. Я позвоню своим, может быть, разузнаю что-нибудь насчет ЖН. Нет. У вас такой длинный язык. Там есть кто-нибудь? Нет. Не двигайтесь с места. Вы немы, как рыба. Иначе продолжение ваших приключений вы будете рассказывать не мне, а... Алло. Да. Контора мэтра Роше слушает. Алло. Добрый вечер, мадемуазель Алиса. Мадам Роше, как вы меня напугали. Мой муж занят? Да, то есть, нет, он вышел ненадолго. Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете после Как? вчерашнего? Соответственно, видите, вся на нервах. Ну, ничего, все хорошо, что хорошо кончается, не правда ли? Кончается ли? Вот как? Да. Полиция снова здесь. Но я вам ничего не говорила. Рыба я.
Ну что, они нашли что-нибудь? Они ничего, я нашла. И даже многое. Что значит многое? Я не могу вам этого сказать. Вы понимаете, это секрет между мной и криминальной полицией. Ну, храните свой секрет, мадемуазель Алиса, храните. Ну, храните. Заметка труп на Лебяжьем острове. Ну и что? Какая связь между трупом на Лебяжьем острове и вашими вчерашними видениями? Не знаю. Мы ищем. Боюсь, что нечего искать. Да? Тем не менее, я нашла. И даже 2 улики. Это ключ и пуговица. Ну и что? Ну, а то, что ключ оказался, правда, от мотоцикла соседа Максимена, но пуговица – это от куртки трупа, найденного на Лебяжьем острове. Я думала, что это его инициалы – ЖН. Какие вы говорите инициалы? ЖН, но инициалы соседа Максимена. Слава богу. Да. А я думала, что это от трупа, которого убили у нас в конторе. Но не повезло. Как сказать? Но кто мог украсть пуговицу? Сначала я думала, что кто-то покушался на другое, а для вида схватили пуговицу. Но если уж на то пошло, можно было повежливее. В жизни не так уж все просто. Интересный нюанс. Это ключ не моего соседа. Я еще вчера удивился, подумал, чего эта деревенщина вдруг навешала свои инициалы сюда. В общем, ЖН – это не мой сосед. Мадам, что с вами? Добрый вечер. Мадам, мне нужно задать вам несколько вопросов. Я очень устала. Я пойду домой. Я только что звонил в комиссариат. Там есть новости. Вы когда-нибудь слышали имя Жульена Налестро? Вам знакомо это имя, мадам? Не думаю. Но я встречаю много разных людей. Не ищите среди дальних знакомых. Ищите среди близких. Нет, я не знаю Жульена Налестро. Бедный малый. Это убитый с Лебяжьего острова. Представьте себе, что... Я знаю. А, рыба нашептала. Я? Я ничего не говорила. Мадемуазель Постик только рассказала мне об убитом на острове, и я сопоставила. Так, предсказываю вам, что следующий труп будет ваш, а убийцей буду я. Что вы еще рассказали, мадам Роше? Ничего. Я все время сидела вот так. Теперь, если мне нужно будет оповестить о чем-нибудь весь Париж, я не буду обращаться, как раньше, в газеты и на телевидение. Просто поделюсь с вами по секрету. Опять во всем я виновата. Вы поразительно догадливы. Мадам, это с Жульеном Налестро встречались у месье де Шаранса? Да. Вы его любили? Мы должны были с ним сегодня встретиться. Я не знаю, что произошло. Вы не думаете, что ваш муж из ревности, узнав об этом, мог... Нет. Мой муж все знал. Вот уже 2 месяца, как мы договорились, что каждый... Если даже предположить, что Налестро был убит здесь, могла ли мадемуазель Постик спутать его с мэтром Роше? Нет. Они так не похожи. В комиссариате мне сообщили, что Налестро был в шляпе итальянского покроя. Я помню. Вы сказали, в шляпе итальянского фасона. Я видела его. Я видела его в этой шляпе. Где? Внизу, в парадном. Когда? Дня 3 или 4 тому назад. Он стоял у почтового ящика. Увидев меня, он спросил, здесь ли контора мэтра Роше? Я ему сказала, что да, но сегодня уже закрыто, приходите завтра утром. А он что? Он
мне что-то сказал, но я забыл. А, вспомнила. Он мне сказал спасибо. Следовательно, мадам, Налестро уже был в доме. И, наверное, вчера в 18:30 в кабинете мужа между ними произошла трагическая сцена. К такому выводу пришло следствие. Так вот, именно в 18:30 ваш муж ждал лжеголландца. Это, может быть, и был ваш Налестро? Боже мой, я не знаю. Но единственное, что может спасти моего мужа, это то, что действительно был голландец по имени Ван Берг. Ему была назначена встреча. Для мужа это было бы алиби. Пожалуй, вы в чем-то правы. Однако, что касается вашего мужа... Прошу, не звука. Инспектор, вы снова здесь? Добрый вечер. А я вас жду. Да? Я не знал этого. Я пошел за сигаретами, встретил приятеля, мы разговорились. А что, какие-нибудь новости? Еще один испарившийся труп? На этот раз реальный. Обнаружен сегодня утром на Лебяжьем острове. Не вижу связи. А я вижу. Да? Да. Клара, это ты? Ты зашла за мной? Какая неожиданность, как мило с твоей стороны. Спасибо. Что вы мне не говорили, но это вы были с кинжалом в спине. До чего вы упрямы, мадемуазель Постиг? В комнате было довольно темно. Уже начинались сумерки. Ей показалось... Откуда? Откуда вы знаете, что в комнате было темно и уже начинались сумерки? Значит, это были вы. Ну, признайтесь, мэтр, признайтесь. Покажите-ка вашу спину. Что? Спину покажите-ка вашу. Вы думаете, что я хожу с дырой в спине? Извините. Никакой дырочки. Ну, хоть убейте меня, хоть убейте, хоть язык отрежьте, что это... Вот прекрасная мысль! Насчет языка! Мы сейчас пойдем, дорогая. Я готов. Что с тобой, Клара? Ты так устала сегодня? Вам что-нибудь говорит имя Жюльен Налестро? Нет. Отрицать бесполезно. Ваша жена нам призналась. Вот что. Ну что ж, тем лучше. Я думал, что любовником моей жены является мой клерк, месье де Шаранс. Я был уверен, что он без ума от нее. Видимо, я ошибся. Что ты говоришь? А с Налестро вы когда-нибудь встречались? Месье Гранден, могу ли я перед вами, полицейским инспектором, поклясться как перед судьей? Я имею в виду, как под присягой. Да. Почему бы и нет? Я клянусь, что никогда в жизни не видел Жюльена Налестро и не говорил с ним. Клянусь, вы удовлетворены? Красиво, Ван Берге. Да, вчера в 18:30 у вас была с кем-то назначена встреча. Да. А, мадемуазель Постиг знала об этом. Человек, которого я ждал, носит имя Ван Берг. Он прислал мне письмо. Предложил встретиться с ним, чтобы сообщить имя
любовника моей жены за большую сумму. Отпечатано на машинке. Без подписи. Ты что, к вам приходил Ван Берг? Нет. Я могу сообщить вам имя любовника вашей жены и... Да, буквы Б и Р едва видны. А ну-ка. Вот это да. Одно и то же. Это письмо было напечатано на этой машинке. Вы хотите сказать, что меня шантажировал кто-то из моих служащих? Возможно. Или вы сами напечатали. И выдумали несуществующего Ван Берга, чтобы создать себе алиби. Что вы себе позволяете? Спокойно. Невинный всегда должен оставаться спокойным. Правосудие очень редко заблуждается. Неужели непонятно? Тот же самый человек, который послал мне это письмо, играл мою роль, чтобы скомпрометировать меня. Теперь вам ясно? Думаю, да. Но кто? Кому нужно было все так запутать? В конце концов, все сводится к убийству этого Налестро. Вот черт возьми, я же вам поклялся, что никогда не видел этого Налестро. Я поклялся вам, что никогда не видел этого Налестро живым. Иначе говоря, если я вас правильно понял, вы его видели только мертвым. Это вы имели в виду, когда клялись? Господин инспектор, умоляю вас, не оставляйте меня! У меня нет сил. А на любовников силы есть? Мадемуазель Алиса! Алиса, мадемуазель Алиса! Ну и денек был. А бывал? Совсем был не до работы. Как будто вам в другое время до работы. Полиция перевернула весь Париж. Они даже у меня устроили обыск. Как я испугалась. 2 мужчин. Ночью. Какая наглость. Почему меня? Вы обожаете мэтра Роше? Повсюду трубите о том, что он невиновен. Ну, достаточная причина для того, чтобы предоставить ему убежище. По-моему, мэтр Роше прячется, чтобы не выдавать свою жену. Это она. Мне кажется, что это не она. Мне кажется, что это... Да. Я только что из полиции. Они промариновали меня полдня. К счастью, я абсолютно ни при чем. Ну, вот здесь кто убийца? Признавайтесь! Нет. Где мадемуазель Алиса? Они увезли ее в институт судебной экспертизы, чтобы опознать тело Налестро. Ну, это веская причина. Это ужасно. Что? Я бы не смогла смотреть на тело. Добрый день. Добрый день, мадам. Что нового? Все еще ничего, но инспектор скоро должен прийти. О моем муже ничего не слышно? Увы, нет. Прячется где-то. Интересно, на что он надеется? На то, что наконец найдут настоящего убийцу. А выяснилось, кто скрывается под именем Ван Берг? Нет. Тайна. Но, по-моему, в ней ключ к разгадке. Скажи мне, кто такой Ван Берг, и я скажу, кто убийца. А правда, мадемуазель Сюзанна, что свой отпуск вы провели в Голландии? Клеветница, вы у меня... В отсутствие мэтра Роше я отвечаю за работу конторы. Вы работаете. Работайте! Конец света. Месье де Шаранс. Надо за слово. Почему вы осмелились утверждать тогда, что вы меня любите? Потому что это правда, мадам.
непостижимо. Вы предоставляете свою квартиру для моих свиданий и утверждаете, что любите меня. Когда любишь, идешь на все. Ваше великодушие подозрительно. Я предпочитаю, что подозревали меня, а не вас. Что это значит? Сюда идут. Тихо. Добрый день, мадам. Опознание всегда тяжело. Но она без колебаний узнала месье Налестро. Это действительно был тот молодой итальянец, который появился здесь 3 дня назад. Да, мадам, увы, теперь уж нет сомнений. Но кем он убит? Боюсь, что... Ты, конечно, подозреваешь мэтра Роше. Но я еще ничего не... А я по глазам вижу. Исчез, скрылся, значит, убийца. Но у меня нет достаточных... Ничего. Был бы подсудимый, а улики всегда найдутся. Но мой внутренний голос мне подсказывает. Как? У вас еще и внутренний голос? О, я иногда вижу, как сладкий сон. Как бы я мог провести это расследование без вас? Неблагодарный! Что бы ты делал без меня? Ведь я вела главное расследование! Вы не имеете права вести расследование. Это моя профессия. Профессия. А я за дилетанта. Мне надо было засадить тебя в тюрьму. Вот там бы ты покудахтала. Ржавый лоб! Чертова курица! Молчать! Простите, мадемуазель. Простите, господин инспектор. Уйдите. Простите. Интересный нюанс очень. Простите, пожалуйста. Есть масса интересных фактов, которые в деле не приходили. Что происходит? Я хочу знать. Происходит то, что я получил сведения, доказывающие, что месье Налестро знал какую-то тайну. И это его сгубило. Он позвонил своему юристу, другу, и сказал, что он попал в неприятную историю. И что ему нужен совет. К сожалению, никаких подробностей он не сообщил. Он сказал также, что он хочет прийти в контору с намерением о чем-то рассказать мэтру Роше. Но на лестнице его подкарауливают с ножом. Налестро мертв. Перед убийцей встает вопрос, что делать с телом. Открыв маленькую дверь вторым ключом, он затаскивает труп в кабинет мэтра Роше. И мэтр Роше, вернувшись, в ужасе обнаруживает у себя труп любовника жены. И вот он, невинный, решает, что должен немедленно избавиться от трупа и успеть заехать за женой, чтобы вместе пойти в театр. Он пробует открыть дверь. Невозможно. С другой стороны вставлен ключ. Мэтр в панике. Надо действовать скорее. Единственный выход – пройти через холл конторы. Но там, как назло, копается мадемуазель Алиса. Что делать? Надо ее удалить. А как? Зная, что она легко падает в обморок, он решает ее напугать. Он цепляет себе на спину кинжал и притворяется
умирающим. У мадемуазель Алисы не было никаких видений. Она действительно видела мэтра Роше, но не убитого, а притворившегося. Браво, Рири! Наконец-то! Как нотариус и рассчитал, мадемуазель Алиса падает без чувств. Теперь он может спокойно вытащить тело. Он отвозит его на Лебяжий остров, а через час предстает перед нами живой и невредимый, опровергая таким образом всю историю. Телефонистка становится посмешищем, а полицейское расследование превращается в водевиль. Но он не учел, что он имеет дело с мадемуазель Алисой, с этим Мегре в юбке. Шерлок Холмс. Она находит ключ и пуговицу, и расследование возобновляется. Мэтр Роше перепуган, и он крадет у нее улику. Однако он выдает себя, проговариваясь, что видел Налестра мертвым. Он исчезает, думает, что его считают убийцей. А тем временем настоящий преступник на свободе. Но мэтр Роше невиновен. Браво! Рири, ты гений. У тебя 7 пядей в твоем лбу. Выпустим его. Так где же он прячется? У меня в квартире, в шкафу за старыми платьями. Свободу невинным. Максимен, вот ключи. Дверь номер 8, первый этаж, слева направо. Он невиновен. Я всегда была в этом уверена. И вы со вчерашнего дня прячете мэтра Роше? Да, он мне все рассказал, Рири, и все произошло точно так, как ты сказал. Скрывать свидетеля и не проговориться? Вы, которые болтаете без умолку. Болтаю, когда хочу, и когда это нужно для дела, но когда мне говорят молчать, вместо того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, а я не говорю, я молчу, тогда я не говорю вообще. Ну, мадемуазель Алиса, вы превзошли все ожидания. Господин инспектор, я нашел мэтра Роше. Вот. Инспектор, я прошу простить мое исчезновение. О, Я во всем виновата. не будем об этом. Все гармонично, все уравновешено. Я тоже виноват перед тобой. Прошу и вас, мадемуазель Алиса, простить, что я вас так напугал. Ничего, зато будет о чем вспомнить. Прошу простить меня, что я похитил вашу пуговицу. Я ведь сразу узнала руку мужчины. Надо сказать, это было довольно смело. Меня не обманешь. Слышишь, чертов Рири, меня не обманешь. Да здравствует криминальная полиция и я. Сидя в шкафу, я прошел краткий курс магии, гороскопов и гадания. Вы в каком месяце родились? В марте. В начале или в конце? В середине, а что? Вам повезло. Начинается год свиньи. Это ваш год. Вас ждет денежное благополучие, повышение по службе, гармоничное здоровье. Тебе Встречать дует? Новый год надо в светлом, но не новом костюме, с близким, но не новым другом. Очень важно, когда пробьет ровно 12, вы должны проглотить желудь, почесать себя за ухом, 3 раза хрюкнуть и наступить другу на ногу. Вам, мадемуазель Сюзанна, Новый год подарит бурные авантюры, перемену мировоззрения, но вы должны сдерживать свой темперамент, так говорит гороскоп. С вами все просто. Вас ожидает прибавка жалования, и в этом вы можете не сомневаться. Это надо отметить. Вас, Робер, ожидает перемена квартиры, но вообще это не ваш год. Будьте осторожны. А меня? Изменится женская мода. Это займет все ваши интересы. К тому же вас ожидает развод. Так я же еще не замужем. Я думаю, за год вы успеете и то, и другое. Клара, дорогая моя, год свиньи, несомненно, это и твой год. В каком смысле, дорогой? Подробности дома, они слишком деликатные и приятные для нас обоих. Одну минуту, я только возьму свои вещи.
Вам больше ничего не нужно. Как же нужно? Ваша преданность, ваша старательность. На это вы можете всегда рассчитывать. О, вы опять плачете, даже когда говорят с вами ласково. О, Это для вас. спасибо, благодарю. Я такая чувствительная натура. Это меня всегда губит. Мэтр? Мэтр? Вам не кажется, что моя зарплата не соответствует моим способностям? Знаю, знаю, но не могу же я дать вам умереть с голоду. Это было бы жестоко. У меня к вам одна просьба. В будущем году приходите на работу без опозданий. Это выше моих сил. Но я постараюсь. Мэтр, в этой нелепой истории я, к сожалению, себя никак не проявил. Я был лишь влюблен в вашу жену. Но успокойтесь, без взаимности. Я имею честь попросить отставку. Я не принимаю ваши отставки. Служащие делятся на две категории. Одни не способны ни на что, другие способны на все. Я предпочитаю вторых. Качество вашей работы меня устраивает. До встречи в новом году. Всех благ. Всех благ. За праздник. Ох, какой у нас получился праздник. А мне можно. Раба, я волнуюсь. Спасибо. Я прям голова Благодарю. Я бы предпочла его больше не видеть. Именно поэтому я Робера и оставил. Теперь он обезврежен. Рири, тебе грок. Господа, на днях вас пригласят в полицию для дачи показаний. До встречи в новом году. А мне бы хотелось выпить за новую улику. Спасибо. Клара, дорогая, мы с тобой давно мечтали о круизе. Не пришла ли пора отправиться в путешествие? С удовольствием, дорогой. Не забудьте прислать открытку с подтверждением прибавки жалования. Обязательно. Всего хорошего. Всего хорошего, мадемуазель Бастик. Рада была с вами встретиться. Максимен, у меня к вам деликатное поручение. Извините, пожалуйста. Не продолжит ли нам наш прерванный кофе? В разных каютах, дорогая. Лучше в разных океанах, дорогой. Налепите мне, пожалуйста, горчишники. Я? С удовольствием. А вы еще остаетесь, да, мадемуазель Алиса? Да? Мне надо еще кое-что убрать. Пока. Чао. Подождите. А кто же это все-таки убил Налестра? Объясните, что вы затеяли? Тише, тише. Скажи, Максимян уехал? Да. На полицейской машине? Да. Прекрасно. Значит, они думают, что я осталась одна. Еще что-то чирикнули мне. Дело начала я, Так, следствие вела я. ну, Невиновного защитила я. да. И убийцу схвачу тоже я. И каким образом? Ты помнишь тост, который я подняла? За новые улики. Да, конечно. Ну так вот, это приманка, на которую убийца должен клюнуть. Он сейчас явится сюда, чтобы меня прикокнуть. Понял, ведь свидетелей надо прикончить. Так вот, Рири, ты будешь моим свидетелем и защитником, да? Разумеется. Спрячься! Мадемуазель Алиса, вы находчивы и отважны. Нет, Рири, дорогая! Я не могу позволить тебе так рисковать собой! Ты мне сказал, Лили, дорогая? Или мне послышалось? Бывают в жизни моменты. Обольститель! Есть
Если бы у тебя не было жены и 5 детей, я бы еще могла подумать о том, Будь серьезней! У тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет? Мужчина или женщина? Если бы мадам Роше смогла доказать, что ее муж убил любовника, то она осталась бы свободной и богатой, но... А хватит ли у нее смелости вернуться сюда под каким-нибудь предлогом? Я здесь взорвусь на твоей плите! Тише! Тише, не чихай, умоляю тебя, сиди как мышь. Виви, ты не заснул? А? Я умоляю, не засыпай, Виви, а то, проснувшись, ты застанешь мой труп. Ты не спишь? Идет. О, вы еще здесь, мадемуазель Алис? А мне пришлось из-за грозы вернуться за зонтом. Правда, плохая примета, но что делать? Странно, но зонта нет. А может быть, он у мадемуазель Сюзанны? Нет. Не понимаю. Вы не видели мой зонт, мадемуазель Алис? Нет. Да. А может быть, он у мэтра Роше? Может быть. Зонта нигде нет. И в конторе. Мадемуазель Алиса, не могли бы мне одолжить свой зонт? С удовольствием, только он очень маленький и в цветочках весь. Да, в цветочке. Да, цветочки для вас. Слушайте, ну погодка сегодня, а? Да, погода. А что погода? Соответствует обстоятельствам. Каким? Инспектор как раз ушел в полицию. А я ему такое хотела сообщить. Да, ну и что нового вы открыли для следствия? А вы никому не расскажете? Нет, ну что? Вы знаете, когда я утром встретила Налестра внизу, я долго с ним беседовала. А вы знакомы с Налестро? Я же вам такое в голову. Ах, нет, да? А вы знаете, очень приятный молодой человек. Да. Правда, у него такой страшный шрам. Шрам? Ну, такой шрам, да, по всему лицу. Но, в общем-то, все в порядке. Советую вам никому об этом не рассказывать, мадемуазель Алиса. Да? Вы, как всегда, что-то перепутали. Никакого шрама у него нет. Откуда вы знаете? Вы убили Налестро. Конечно. Более того, это я познакомил его с мадам Роше. Я знал, что они понравятся друг другу, и даже предоставил им свою квартиру. И выманивали у него деньги. Я как раз собирался открыть его имя мэтру. За деньги. Ага. Но Налестро решил меня обойти. Пришлось прикончить его и доставить труп в качестве рождественского подарка дорожайшему патрону. Одним ударом покончить с мужем и любовником. Потом 2-3 комплимента дамочки, и вы хозяин конторы. Неплохо, правда? Прекрасно. И все было именно так. Если б не вы, дорогая Алиса. Я? У вас слишком длинный язык, Язык? чтобы оставаться Что вы в собираетесь этом делать? мире. Остановитесь. Как? Вы посмеете задушить женщину? Вы? У меня нет другого выхода. Открыла дверь! Я нечаянно! Ломай, Виви, ломай! Старая постройка. Да, новостройка сразу бы разлетелась. Откройте
Садись, плешивая свинья. Сейчас на тебя дает очередь. Куда? Я, кажется, горю! Твоя света! Я задыхаюсь! Смотрите, полиция! Шутка для вашего тупоголового инспектора. Руки! Это вы мне? Это Иван. Открываю, Лили! Выходи! Лили, ты умер! Что такое? Робер, это вы? Какая ты красивая, когда молчишь. После этого дела тебе дадут комиссара. Может быть. Обязательно. Я беру его, шеф! Бери, бери. У Максимена железная хватка. Ему сейчас лучше не мешать. Вот будет радость для твоей жены и 5 девчонок. То есть, понимаешь, Лили, ты для меня такое сделала, что не могу я... Одним словом, я никогда не был женат, и детей у меня нет. Почему ты меня обманул? Ты знаешь, неудобно. В моем возрасте и холостяк. Холостяк. А помнишь тогда, в синем страусе, ты ведь обещал на мне жениться? Разве? Что-то память мне изменяет. Это ты ей изменяешь. Исчез на 20 лет. А ведь я тебя так ждала. Чуть не состарилась, наглец! Пощечина при исполнении! Послушай, эта музыка, кажется... Да, эта музыка играла в синем страусе. Это моя любимая. 20 лет тому назад мы с тобой где-то танцевали. Прости меня.
контора на Жоржетта. Жоржетта, как хорошо, что ты позвонила. Я тебе такое расскажу. Ты умрешь. Я увольняюсь из конторы и становлюсь частным детективом. Да, буду работать вместе с инспектором Гранденом. Да, он мне предложил руку и сердце. Я ему сказала «да». Ну какой из меня... При хорошей женщине и мужчина может стать человеком.